Представители знака зодиака Весы, я приветствую вас на канале Астро Спирационе. Прогноз Таро на будущее. Что, а быть может и кто, появится неожиданно, что случится, произойдет с 20 февраля и до конца месяца, какие грядущие события идут на ваш порог, в вашу жизнь. И что же будет дальше? Что будет у вас в ближайшем будущем, время или это ближайшие дни? Рассмотрим выпавшие карты из позиции позитивной психологии, позитивного мышления. Несомненно, будем добрее самим себе. В это сложное время перемен нам довелось проживать в эту эпоху. И, возможно, это будет как неожиданная информация, которую вы услышите. И у нас как глаза на что-то откроются. Или это может быть известие от какого-то человека. У него меняются планы. И это каким-то образом повлияет на вас. Словом, давайте узнаем. И тут не совсем до конца февраля, поскольку до 3 марта у нас коридор затмений, поэтому, ну, допустим, еще где-то 3-5 дней или неделю, да, вот то, что нам покажут карты, это может проиграться. Ну, конечно, станемся реалистами, но события в этот период явно не случайны. Они нам помогают выбрать правильное направление или с чем-то определиться. Так что или кто появится неожиданно, что же происходит у вас, что случится, что произойдет. Достанем 3 карты, с чем это будет связано или с кем. 3 карты как знаки судьбы. Мы не задаем вопросов, позволим картам, может быть, нам, как сферу даже жизни, где нам доведется точнее, принимать важное решение, рассмотреть. И достанем еще 3 карты по основным сферам жизни. Какие события на пороге, что же ожидать и что же будет дальше в личной жизни, что вас ждет, что дальше будет в сфере работы и финансы тоже, что же ждет. Ну вот основной, наверное, какой-то вывод, зачем все это было нужно, к чему это все идет. Достанем такую карту, что может быть прояснится. И карта Совет Таро. Итак, давайте первый знак судьбы, на чем акцентирует ваше внимание. Ну, точно финансы. Финансы, информация, получение важных бумаг, документов. Может быть, когда вы подписываете какие-то документы, будьте тоже внимательны, мои дорогие весы, потому что это карта шанса. Есть возможность. Ну, есть возможность у нас, будем говорить, и лопухнуться, давайте так, по правде говоря. Надеюсь, все понимают мой сленг. Но тут именно надо не упустить, понимаете как? Какой-то подходящий момент или какое-то доброе расположение планет. Может быть и так. Но давайте посмотрим, с чем это связано. А мы строим планы на будущее. Тут у вас какая-то история, правда? Тут могут измениться ваши планы из-за решения какого-то человека или решения, может быть, и группы людей, получения вами какого-то документа. Но главное, тут правда что-то определяется. Тут что-то определяется, вот смотрите, вы могли быть долгое время вот словно в зависшей ситуации, что-то у вас не двигалось. И явно в этот период тут и прояснится, или, может быть, долгожданный документ вы получаете, или будете знать информацию, что ну вот-вот получу. Я, конечно, допускаю, что у кого-то и планетарные транзиты, ведь это время, когда мы закрываем гештальты, как ни странно. Поэтому могут вернуть документы на доработку или сказать, что к этой бумажке надо еще каких-то 5. О, к сожалению, у нас такое бывает. Но у вас доброе время, чтобы вот как будто выйти из какой-то неудобной ситуации. Ведь неудобно вниз головой висеть. Поэтому сам по себе какой-то шанс не упустите. У кого-то он будет связан с работой, с деньгами, с договоренностями, важными встречами или какими-то контактами. Но это именно та ситуация, которая до боли знакома. Давайте узнаем, что же там второй знак судьбы. Ого! Ну, может быть, у кого-то буквально человек, от человека, да, приходит какая-то новость, предложение, или у него меняются планы. Карта мага иногда, если мы о персонах, то это могут быть, это те люди, которые рождены под знаком Меркурий, Близнецы или Дева. Ну, может быть, там имеют асцендент. Иногда я говорю по этой карте все-таки Скорпион. Но у кого-то из вас может быть правда Скорпион, Дева, Близнецы в асценденте или в солнечном знаке. Но для большинства из вас, давайте так, по-честному, вот все то, что я сказала по первой позиции, по первому знаку судьбы, да тут правда ваши возможности. Какие бы люди у вас не были на вашем пороге, в вашей жизни, мои дорогие, пусть даже они вам принесут какие-то вести для вас весьма неожиданные.
но вы ведь можете тут что-то переиграть. Маг, он великий практик, поэтому нет ничего невозможного. Вашу дипломатию направить в правильное русло, когда, исходя из того, что именно вы хотите получить, какой конечный продукт, какой конечный результат, вот у вас это может осуществиться. Третий знак судьбы. Но это ваша карта. Пусть даже меня смотрят мужчины. Хотя я допускаю, что для кого-то из вас тоже, может быть, есть девушка, которая рождена, или женщина, тоже под знаком зодиака стихии воздуха, как и вы, весы, или имеет там асцендент, а может быть, водолей или близнецы. Но, может быть, и под каким-то другим знаком зодиака, ведь рациональность отличает. Прообраз Юдифи по королеве мечей. Та, которая очень рационально все продумывает, та, которая надеется сама на себя. Где-то это и для вас, кстати, подсказки. Вот правда не упустить какую-то возможность, вот не прошляпить, мои дорогие. Скорее всего, рационализм, интеллект – это ваше все, но и без гибкости, а то и хитрости все-таки карта мага. Явно вам не обойтись. Вот, видимо, соединить все стихии в своих руках вам придется до конца, по крайней мере, и коридора затмений 3 марта, повторюсь. Но это всегда не проигрывается вот ровно в тот срок, да, это у нас может быть и 3-5 дней после, поэтому первая неделя марта. Вот тут есть какая-то тема задуманная, которая у вас продолжит развиваться. Сама как будто, знаете, ну, тут действительно вам по судьбе идет какая-то ситуация, которую наступает время окончательно для себя и определить, и разрешить. И вам высшие силы помогают закончить какое-то либо ожидание, либо, может быть, сложную, зависшую историю, когда кому-то придется самому определиться, самому себе сказать, ну все, вот теперь пора. Ну, давайте посмотрим, что ждет вас в личной жизни. Что ждет весы в личной жизни? Любовь вообще-то. Но для кого-то иногда королева кубков – это карта, безусловно, любящего человека. Именно безусловно. Не интересы или заинтересованность, скажем, да. По этой карте идет бескорыстие. Но, к сожалению, иногда эта карта, она ассоциируется также с ожиданием. Вот мы ждем и ждем. Чего мы ждем? Иногда надо себе задать вопрос. Да, иногда мы верим, мы просто верим беспрекословно. Почему нет? Но иногда мы попадаемся тоже на удочку великим магом и волшебником, и точно какое-то ожидание заканчивается. Рыцарь жезлов – это будьте готовы к неожиданным событиям. Может быть, вот эти бумаги, у кого-то это ведь может касаться дома, недвижимости, да, вот получаете какое-то известие, вам, скорее всего, нужно будет, может быть, куда-то поехать, дополнительную информацию найти или даже какие-то консультации, вот, кстати, с учетом королевы мечей. У кого-то могут быть вопросы, связанные со здоровьем, с вашим имиджем. Я не говорю, что вы болеете, ни одна карта об этом не говорит. Но это ж не обязательно доводить что-то до ручки, будем говорить. Лучше вовремя уделить внимание. Для вас, в принципе, мои дорогие весы, ваш имидж – это где-то тоже здоровье. Ну, это здоровый ухоженный вид, и неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины, это вам отчасти будет помогать. Вот, как бы, знаете, какой-то представительский вид. Или вот вам нужно, может быть, вы будете общаться с людьми, которые не входят или не всегда, да, не чаще бывает или не часто бывает общение с кем-то из высокопоставленных персон. А тут как будто нужно будет соответствовать тому обществу, в котором вы окажетесь, может быть, совершенно случайно. Среди тех людей, когда вы не знаете, кто там чем дышит, как они вообще что воспринимают и меня, и то, что я скажу. Поэтому вот эта продуманность, вот это по королеве мечей. По этой карте идет, знаете, это независимая позиция, но это когда мы не торопимся, это мы постоянно анализируем. Видимо, работа интеллекта вам предстоит, это точно знак судьбы. Это когда мы слушаем, и не просто слушаем, как что слушатели, а сказал человек фразу, а мы ее анализируем. Почему он это сделал, почему он это сказал, какая подоплека у этой фразы, понимаете? Поэтому, может быть, ну, как внутреннее какое-то напряжение, именно потому что работа интеллекта по максимуму. И у кого-то это может каким-то образом, пусть все-таки по жезлам дела, работа, бизнес, но у вас выпадает на личную жизнь. Поэтому я вижу, неважно вы один, одна, или в паре, или сложные отношения, здесь что-то
будет меняться либо у людей, либо как в пространстве. Может быть, это действительно у кого-то документ, у кого-то средство массовой информации. Вы слышите новость, но она на ваши планы, вы понимаете, это влияет. Это тоже где-то личная жизнь, не обязательно про любовь. Но у кого-то именно связано с человеком, и для кого-то совершенно будет необходимо действительно куда-то поехать, какую-то ситуацию прояснить, с кем-то, может быть, просто поговорить, даже если мы не едем, но, может быть, даже это онлайн. Вот ваша задача выйти из какого-то смятения. Из той ситуации, когда вы выхода-то как раз и не видели. Вот это вот все то, о чем я говорила. Потому что у вас было, ну, какое-то такое свое восприятие того вопроса. Так вот, то, может быть, кстати, для кого-то, к чему вы боялись приступить. Или чем вы боялись заниматься. Но я имею в виду не панический ужас, понятно, да? А это внутреннее такое состояние сомнения. Когда много мыслей, толку мало от этого, да? Давайте, а что это за восьмерка мечей, с чем это связано? Ага, тут все интереснее, аркан-дьявол. Это зависимости, мои дорогие. У кого-то зависимые отношения, у кого-то вредные привычки, почему нет? Такое тоже проигрывается. А у кого-то зависимая ситуация по деньгам. Надо вроде как разрулить. Кстати, 15-й аркан, как и любой аркан Таро, он не бывает просто, то есть однозначно плохим или однозначно хорошим. К примеру, 15-й аркан нам дает физическую силу, выносливость. Вот, видимо, физических сил у вас хватит на любое решение вопросов. Но и помогает нам этот аркан решить вопросы вот так беспристрастно. Будет тут такой момент, конечно, соблазна, это факт. Примите это к сведению, примите это как знак судьбы. Соблазны какие-то будут. Но, может быть, поэтому вам и выпала карта королевы мечей. Нам как будто предстоит вот закончить это искаженное восприятие и выйти из какой-то зависимой, зависшей ситуации. Какой-то Т-образный перекресток. Это что-то у нас шло, продолжалось. Мы были уверены, что мы продвигаемся дальше, но мы как уперли стену. И вот теперь мы либо направо должны пойти, либо налево. У вас какой-то по личной жизни будет выбор. И повторюсь, у кого-то это будет связано с людьми, а у кого-то, может быть, с работой, с заработком, дополнительным доходом. Может быть, работой на дому, я вот, кстати, такого не исключаю. Когда может быть тяжело, когда и работы как таковой много, ну и еще какие-то обязанности. Поэтому для вас тоже где-то совет, несмотря на то, что физических сил, как я сказала, достаточно, но не взваливайте, мои дорогие весы, на себя вот вагон и маленькую тележку. Не делайте, не выполняйте даже простую, может быть, работу. Вот вам нужно и отдыхать все же, да, чтобы не было перегруза. Потому что мы говорили с вами, интеллект вынужден работать по максимуму, в каком-то максимальном режиме. Поэтому отдых-то ведь все же нужен. Поэтому не ставьте перед собой каких-то перфекционистских планов. Наоборот, где-то перепоручите, пусть это сделает кто-то другой. Почему я так говорю? Уставшие люди делают ошибки, а вам как какую-то ошибку надо исправить. Ну или пусть это не ваша ошибка, может быть, это даже, я такое допускаю, ошибка кого-то, но вы в этом вынуждены участвовать. У нас разные житейские ситуации. Но вот вам тут нужно сделать что-то красиво, элегантно, вот так вот, и выйти все равно из какой-то зависимости. Что ждет в работе? Приятные новости. Какая-то радость ждет. Или весточка. Вот правда, по пажам идут вести. Иногда это идут вести от наших детей. Но это на работу. А по работе тут и правда, тут двойной баланс. Обратите внимание, двойной баланс где-то по финансам. У кого-то одна занятость или один источник дохода, и карта будет говорить: пробуй что-то новое. Ищи дополнительный источник дохода, дополнительную работу. Или по пажам мы учимся. Проходи какие-то, может быть, курсы, задать себе вопрос, ну, сложная ситуация, если да, у кого действительно в финансах. У нас Уран, а Уран все дробит. Уран сейчас уже завершает свой последний транзит, такой последний реверанс в знаке Тельца. Телец управляет как раз, Тельцом точнее, правящая планета Венера, точно так же, как и у вас. Поэтому вы можете особенно чувствовать остро все вопросы, которые касаются благополучия. И это финансы,
Это личная жизнь, вопросы дома. Финансы, откуда приходят финансы. И поэтому, продолжая свою мысль, Уран 26 апреля окажется в Близнецах. И Плутон у нас уже давно в Водолее, мои дорогие. Вот две планеты трансформации, перемен окажутся именно в знаках воздушной стихии, точно так же, как и вы сами. Поэтому тут какие-то повороты судьбоносные, причем, знаете, ускорение в некоторых вопросах. Вот сейчас относительно такое время, хоть что-то у нас и происходит, но вы знаете, это не есть какой-то сумасшедший скоростной режим, а вторая половина года, она будет немножко другая. Поэтому, может быть, вам и приходится где-то сориентироваться по части доходов. Если уран, все мы говорим, дробит, и перемены неизбежны, как я пояснила, да, мы можем отрицать что-то. Ну, мало ли, что мы там отрицаем. Кто-то и не верит в астрологию, а как будто транзитом планетарным и высшим силам. Им тоже все равно, верим вы или не верим. Но тут вот как будто нужно подготовиться к переменам. И ведь, по сути дела, если совет, вот от карты мы смотрим, да, то двойка пентаклей говорит: пробуй, пока не получится или не надоест. И это первое. И второе, будь легок на подъем. Вот этот баланс, он буквально во всем. Имейте план А, план Б, план С. Это факт. Все то, что касается работы. Потому что здесь пока не говорят, что-то вас будет радовать. Я тут все равно вижу какой-то вариант, что вы для себя можете сделать что-то хорошее. Или, может быть, даже вы решите, предположим, было личное дело, творчество, хобби, но это было именно как хобби, а вы задумаетесь монетизировать или будете искать какие-то источники дохода, допустим, на дому, да, или работая из любой точки мира, потому что у кого-то может быть задуман даже переезд или поездка. К чему это все идет? Давайте спросим. Ну вот сейчас я говорила, какой-то период, может быть, это по работе. Когда ничего не меняется. Но карта ведь семерка пентаклей, она говорит, что за каким-то проектом вам нужно ухаживать еще пока. Не бездействовать, а именно изучать, ухаживать, как взращивать. Поэтому все то, что я говорила по этим двум картам, третья подтверждает. Финансы. Ну вот если у нас где-то тут выпадала двойка пентаклей, то, и нам говорят: "Пробуй, пока не получится или не надоест". Тут правда тройка жезлов, а тройка — это всегда карта будущего. Она нам свидетельствует о том, что мы строим планы на будущее. И это не просто какой-то план, а это именно по источникам дохода. И эта карта тоже все подтверждает, то, что вот я буквально недавно сказала. Как будто нужно дополнительные источники дохода и строить планы на будущее. Это точно. Потому что, посмотрите, вы еще можете получить какое-то известие или, кстати, по пятерке кубков, вы без известия. У нас как глаза на что-то открываются, что вот так, как было раньше, оно не будет. К сожалению, по этой карте иногда может проиграться финансы. Пусть это даже ситуация в личной жизни. Объясню почему. Ведь по пятерке кубков, знаете, может быть, это вам кто-то раньше помогал. Может быть, это был близкий человек. А вот сейчас как будто ситуация меняется. Пусть пока она не изменилась, но она может еще измениться в процессе, да, вот с заходом на март месяц. И вам как будто нужно дополнительную подушку безопасности по финансам. Это точно, мои дорогие, иметь. Но у кого-то это будет связано именно с тем, что, возможно, вы во что-то вкладывались или в кого-то, а отклика не получили. Для кого-то из вас еще какая-то иная ситуация. Ведь по пятерке кубков у нас всегда разочарование. Это разочарование по какой-то знакомой истории. И, что немаловажно, обиды, мои дорогие. Вот именно обида, она, знаете, она засела в сердце, в душе, и мы понимаем, что мы тут что-то не можем изменить. Поэтому я часто по этой карте говорю: над разбитой чашкой уже не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Да, вот есть примета: не храни с надколами какими-то или с отколотыми ручками, там, даже с маленькими сколами, не храни никогда посуду. Лучше выброси и скажи: это к счастью. Вот как-то так. Вот у вас пространство, мои дорогие, люди, которые вокруг вас, в вашем окружении, или вот события не случайны, вас подводят к какому-то итогу, тому, чтобы вы стали сильнее.
научились себя ценить как-то по-новому. У кого-то действительно проиграется сложная история, пусть это на финансы. Но, видимо, финансы каким-то образом не отрегулированы, может быть, и правда, есть какие-то выплаты, или, может быть, должен вам человек какую-то сумму денег. Я такое тоже вот не исключаю. Может быть, и вы кому-то должны. Такое тоже может быть, да, долги мы должны погасить. И тут, посмотрите, тут все равно пара у нас выпадает. У кого-то это будет касаться личной жизни. Взаимодействие маг и сила. И если маг — это безупречно как бы мужская сила, то по 8-му аркану это сила женская. Поэтому тут какое-то взаимодействие с людьми или с человеком конкретным, но тогда и человек, он на своей волне. Он именно себе поставил какой-то план. Тут на него нет смысла рассчитывать, потому что он настроен на манипуляцию, поэтому вам необходимо быть и мудрее, и хитрее, а может быть и изворотливее. И при этом хранить молчание вам оно буквально помогает. Что же будет дальше? Что прояснится? Двойка земли, вот тройка земли, да, это мы строим планы, но мы пока в эти деньги, вот буквально в этот короткий период мы не получаем. Но какую-то траекторию на будущее мы себе уже закладываем. Это будет для вас очень важно. Но именно сейчас и, может быть, в ближайшие дни нам как будто вот этот баланс, обратите внимание, совершенно необходим. Нам показана девочка, это у нас колода ангелов-хранителей. Вот эквилибрио, вот то есть буквально храните ваши приоритеты, или ваши перспективы, или ваши планы. И если вы не можете прямо буквально сейчас осуществить свой план, но это не повод для того, чтобы взять все, вот перечеркнуть, сказать: "Нет, этого не будет". Надо сказать себе правду: "Я просто сейчас не вижу, как мне это осуществить". Но для того, чтобы вот как этой девочке к бабочке дойти, баланс совершенно необходим. Воспринимайте нашу жизнь, да, как сказал классик: "Вся наша жизнь — игра". Ну вот, я часто добавляю от себя: жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Ну вот выпало пройти по этой тоненькой жердочке, поэтому баланс вам совершенно необходим. Но это как будто путь к мечте. И ваши-то ведь силы, они возрастают многократно. Приготовьтесь, что какой-то путь вам еще придется вот в таком балансе проходить. Поэтому где-то и на работу это вопросы работы, может быть, и денег. Ну или откуда к вам приходят деньги, это, наверное, для вас, мои дорогие весы, тема номер раз. И даже если сложные ситуации, поверьте, вы сумеете каким-то образом найти выход или выкрутиться. Вам, я не побоюсь этого слова, выкрутиться, может быть, оно и не самое литературное, но вот жизненные этой ситуации нас очень часто именно выкручиваются и заставляют. Но благодаря вашей дипломатии вы сумеете достичь не только какой-то последующей, ближайшей ступени, но и вот той мечты, которую вы сами себе установили. Или пусть это будет что-то более продолжительное, но шаг за шагом, если ты веришь, ты обязательно дойдешь. Вся наша жизнь — игра. И тут буквально в этой колоде Джоко игра, мои дорогие. Поэтому помните, когда мы относимся к чему-то тяжеловесно, да, вот так вот: "Нет, вот должно быть так, а вот не так, а как кто-то там задумал, или в нашем понимании оно вот именно так должно происходить". Мы себя сразу, знаете, как в рамки, как в кандалы заключаем. А если мы, вот как этот по двойке пентаклей говорит: да, пробуй или и пока не получится, или не надоест. Буквально с двумя пентаклями где-то карта тоже говорит: будь аккуратен с деньгами. Но человек жонглирует пентаклями, но вдобавок еще и стоит на качелях. Поэтому вот это просто такой период, мои дорогие. От вашей выдержки, внимания будут складываться, и аналитики будут складываться с плюсом очень многие детали. И действовать придется совсем не так, как вы это действовали, может быть, или взаимодействовали с кем-то, методы по работе. Тут тоже вам придется изменить. Совет от карт. Снова семерка земли. И я сказала, тут явно самое время строить планы. Но вот эти планы, мы их вот прямо сию секунду не можем реализовать со дня на день. Нет, это будет пока пройдена какая-то траектория, может быть, не самая длинная. Потом появятся и новые возможности. Но нам именно нужно выйти пока из какого-то тупика или из каких-то сомнений, или из зависимой ситуации.
Поэтому сила желания, мои дорогие, и буквально пациенция, терпение. Вот пока терпение, и вдумчивость, и аналитика. Вот я об этом говорила. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео и пишите мне волшебные, вдохновляющие комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, а также читайте публикации на моем сайте, как и статьи по психологии, так и гороскопы. Все ссылки в описании под видео. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, буду вам искренне рада. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.